Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кому ты нравишься? Кто от тебя без ума? Что именно? Что именно в тебе так покоряет? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, не забывайте, расклад общий. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, дьявол. Интересно. Так, о чем это вообще? Какая вы? Так, дьявол это о чем? Рядом карта семьи. Дьявол, о чем это? Дом. Странно. Угу. Девочки, у кого-то может проиграться ситуация, вы замужем, ну, может там, тут замужем очень большая вероятность, у кого-то проживаете с каким-то человеком. Карта семья, даже общие детки могут быть, или желание, вот в принципе было на начальном этапе создать семью с этим человеком. Но тут как будто бы проблема в том, что мужчина, тут по карта медведь, она как считывается? Это мужчина, который вкладывается в отношения, заботится, в том числе заботится о построении этих отношений, о женщине, которую он выбрал, вкладывается материально. Именно тут такой подтекст. Вот у меня тут какая-то складывается такая картинка, как будто бы вам не хватает этого. То ли вы не чувствуете в полной мере, что мужчина может дать вам эту заботу, то ли недостаточно он вкладывается в отношения. Будто бы проблема в этом. И все об этом. Опять-таки, может, вы себе напланировали, нафантазировали, да, уже вот какой-то такой определенный формат, да, вот так он будет себя там проявлять. А вы этого не получаете, того, чего вы хотели. Опять-таки, тут карта защита. Следующие карты идет созависимое отношение. Очень много каких-то тайн. Токсично, и карта еще как озарение, как инсайт, но что-то как будто бы осознаете новое. Девочки, у кого-то это элементарно можно прочитать, элементарно были попытки с другим еще мужчиной отношения то ли выстроить, то ли хотели попробовать, ну да, слово такое попробовать, ну, как вам сказать, если у вас тут неудовлетворенность в том плане, что не закрывает ваш партнер потребности ваши, то вполне возможно тут еще каким-то мужчиной могли подвлюбиться, могли напланировать себе, запланировать, могли намечтать, что вот с этим, может быть, у меня получится. Но тут карта токсичность. Карта токсичность в основном из-за чего? Потому что изначально выбор партнера был такой тоже, скажем так, проблемный мужчина. У кого-то с его зависимостью характер тут еще какой-то может быть очень непростой, проявления токсичные, у кого-то может быть не свободен, у кого-то много тайн, недоговоренностей, мутная история какая-то. Как будто бы женщина тут находится в таком, как вам сказать, раздрай, да, и слово такое. А тут я прям не знаю, мне такое ощущение, как вот офигевает, как будто бы говорит, боже мой, и там не получается, не дает мне партнер того, чего я хочу. Вообще я другое мечтала. И тут могли тоже подвлюбиться кто-то, элементарно даже заинтересованы были в каком-то мужчине. Но с его стороны
изначально мог одну картинку вам как показывать, транслировать, себя позиционировать одним, а потом, когда вы ближе начали с ним общаться, да, и не обязательно тут у кого-то там даже до интима дошло, вообще не обязательно. Тут просто как будто бы очень много недоговоренности. И мужчина проявляет себя, вот карта токсичная, и вы думаете, тут в конце карты такая думаете, боже мой, да что ж такое? Что не так? Что со мной не так? Что с ними со всеми не так? Тут какую-то... Ой, у меня прям... Да, подставка. Из-под подсвечника подставка улетела. Да, интересно, что не так. Так, сама по себе упала. Да. Так, вы. Я вас вижу, женщина, которая искренне хотела бы создать семью. Тут детки, быть внимательной, ласковой, заботливой. Тут мне так идет. Но почему-то как будто выбор каких-то партнеров, которые в принципе вам не могут дать то, на что вы надеетесь. То, что вам необходимо. То ли вы не обращаете внимания на других мужчин, которые могут вам дать весь тот спектр, который вам необходим, да, эмоций, там, внимания. Да, то ли вы их не замечаете, обращайте внимание на совершенно других, которые вообще из другой оперы. Тут как будто несоответствие, да? Или как Талькова в песне «Несвоевременность, вечная драма, где есть он и она». Какая вы еще? У кого-то уже настолько устали от этих даже попыток построить взаимоотношения. Почему-то ваша карта и карта унижения. Вы говорите, да не достало меня это все уже. Где-то уже время какое-то прошло, как будто бы не один раз вы пробовали. Может быть, как идет обесценивание ваших желаний, ваших там эмоций. Вот такое вот. Я не буду говорить, что тут разочарование во всех мужчинах. Ну, большой знак вопроса. Опять-таки, кто-то уходит с головой в работу. В принципе, сейчас как будто на мужчин смотрите и особо ничего хорошего уже не ждете. Как будто воспринимаете мужчин, и это уже как повторяющийся какой-то вот сценарий. Может начинаться все классно, а потом мужчина по карте воин приходит не как созидатель, а как разрушитель, да. Вот почему-то так не идет. Ну, такая какая-то сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Кому ты нравишься, кто без тебя... Ой, без тебя, извините, кто от тебя без ума? Что именно в тебе покоряет мужчин? Так, кому вы нравитесь? Кто от вас без ума, да? Что именно вас покоряет мужчин? Кому вы нравитесь? Кто без ума от вас? Что именно вас покоряет мужчин? Кому вы нравитесь? Кто от вас без ума? Что именно покоряет мужчин у вас? Кому вы нравитесь? Кто от вас без ума? Что именно покоряет вас мужчин? Привлекает вас? У вас такое что-то волшебное, да? Что есть? Так, давайте. Кому вы нравитесь? Кто от вас без ума? Что именно покоряет вас? Что аж 3 захотелось взять. Ну. Еще, наверное, одну возьму. Кому вы нравитесь? Что вас покоряет мужчин? Начинаем. Итак, кому вы нравитесь? Ух ты.
Какой-то товарищ, который проходит по карте и звезда, и солнце. Нифига себе, тут яркая личность. Ё-моё. Безумие. Девочки, ой, кому вы нравитесь, кто от вас без ума? А тут в прямом смысле карта безумия подписана. Карта безумия. У человека могут быть большие вопросы, понятно, и к собственным поступкам он может быть, как иногда проявлять себя неадекватно. Он, допустим, планирует вам сказать одно или так как-то проявиться по одному, а потом вас встречает, у него взрыв в башке, и он может неадекватно себя проявить, потом сам себя сидит и накручивает и думает: боже мой, зачем я так поступил, зачем я так сказал. Но тут у него прям, девочки, ощущение такое, я вам хочу сказать, что он, ну не знаю, кто-то может знает, вы увлекаетесь эзотерикой, но даже не в этом дело. У него может быть как неконтролируемое вот влечение к вам. Тут без ума, тут правда как на грани, я вам хочу сказать, сочетание. Ему кажется, может быть, что вы тут даже какие-то, может быть, техники применяете. У кого-то это НЛП техники, а кто-то в прямом смысле думает, что вы, может быть, обладаете какой-то силой, и на него тут уже, не знаю, магическое воздействие. То ли сами сделали, то ли заказали у мастера. Почему я так говорю? Я не люблю эти истории. Но тут карта, смотрите, игла в сердце, да, и карта магия. То есть это две карты из магической колоды. То есть тут 100% человек подозревает, накручивает себя, говорит: ну невозможно, что я не могу там контролировать это влечение, это притяжение. Тут что-то такое, как будто бы мистическое что-то в этом есть. Вот он так вот пытается это все оправдать. Так, очень яркий, повторюсь, по карте звезда и солнце, харизматичный, довольно-таки эгоистичный, может быть веселым, общительным, легко находить общий язык с разными слоями населения, подход найти к любому человеку. Но это как часть его, как вам сказать, натуры, да, характер такой вот у него. Он может быть таким, он такой и есть в чем-то, но с другой стороны, тут карта токсичность. То есть, может быть, как одно из проявлений по солнышку, довольно-таки эгоистичный. Вот даже по-детски, как где-то там, вот хочу я, вот чтобы было так, и все. Даже если это для него вредит ему здоровью, да, или чревато, там уж не знаю, чем-то таким не очень в перспективе для него положительным. Ну, тут все равно, если он хочет, то он это получит. Ну, или будет прикладывать усилия. Даже, знаете, там, где здравый смысл как будто отступает, вот ему пофигу. Но он может быть очень умным, несмотря на все это. По карте звезда человек, да, очень-таки не глупый, ведом какой-то целью, мечтой, идет за своей мечтой. Талантливый, другое дело, развивает он или нет эти таланты. То есть тут потенциал огромнейший у этого человека. Может быть местной звездой, да, там, я уже не знаю, известен в широких или узких кругах. Опять-таки, рядом карта токсична, по этой звезде иногда может быть заносчивым, надменным, знаете, таким. Тут солнце радушный, на следующий день по карте звезда, если тут рядом токсичность, он может вообще обдать холодом и вообще как будто бы, как вам сказать, обесценить там ваши взаимоотношения, обесценить ваши там, не знаю, классные какие-то эмоции, проявления. Вот тут вот так. Так, по звезде тоже, кстати, вот если рядом токсичность, опять-таки, тут все история о том, что если ему истинно чего-то хочется, то человек пойдет по головам ради своей цели. Вплоть до того, что даже, да, может там от каких-то привязанностей, да, дружеских взаимоотношений. В моменте он может, не говорю отвернуться, ну, как-то обесценить, да, если у него там идея фикс, вот чего-то он хочет, и это как бы дружба
как-то идет вразрез с его желанием что-то получить, то тут он свои какие-то цели поставит. Может в моменте, да, ставить выше дружбы, нежной привязанности. Вот даже так мне идет. Так, дело, господи, заговариваюсь. Дальше девочки, мечты. На самом деле так интересно. Тут человек какой-то, как будто бы вот мечтает о чем-то. Эта мечта, она какая-то такая даже наивная, детская. Скорее всего, он о какой-то этой мечте, он даже может и не рассказывать никому. И он как будто бы себя даже считает из-за этого очень уязвимым, из-за этой мечты. Уж не знаю, чего это касается, но раз тут подряд идет вот эти иглы, магия, самобичевание, мне очень это как хотелось бы считать, как мечта тут о какой-то женщине. Может, изначально человек вот встретил женщину, ну, тут влюбленность, может быть, какой-то он себе в голове нарисовал сценарий развития взаимоотношений. Потом, повторюсь, в силу того, что тут идет карта безумия, он тут какие-то мог поступки совершать, при этом, ну, потом как раскаивается человек, он понимает, что, блин, ну, что так поступил, ну, зачем я такое там сказал, ну, искренне раскаивается. И тут карта самобичевания, будто бы он понимает, что он сам своими же поступками, может быть, своими словами, разрушает вот эту вот мечту. То есть такое вот ощущение, как будто бы с женщиной, с какой-то, могло сложиться все. Я не говорю там, что тут полностью он в чем-то виноват. Возможно, там женщина тоже свои 5 копеек могла вставить, да, тоже как-то вела себя. Но это дело в другом. Дело в том, что он сам понимает, что он своими какими-то поступками эту мечту разрушил или разрушает. Опять-таки, какой-то мужчина от вас без ума. Человек, который надеется, все равно карта надежда, что вам по судьбе, тут карта судьба, что вас еще, может быть, судьба сведет, что будет в вашей жизни еще там возможность пересечься или выстроить эти взаимоотношения. Но дальше такой нюанс, ему бы так хотелось, чтобы это вы проявили инициативу, чтобы он тут, знаете, вот тут, смотрите, картинка в Анаре, сидит мужчина на лавочке, такой, я не при делах, я тут своими делами занимаюсь, и тут женщина на ходу бежит, срывает с себя одежду и запрыгивает прямо на него. То есть прям в открытую, чтобы женщина проявилась, показала, насколько он важен. А он такой сейчас сидел, такой, ну чё, ну это ж ты хочешь, ну хорошо так уже быть. Вот как-то так, тут так странно, девочки. А при этом... При этом... Ну, может быть, и хотел бы, чтобы там флиртовали, как-то показывали, опять-таки, свою заинтересованность. Но тут еще какой мужчина. Мужчина такой, знаете, любитель игр. Любитель, опять-таки, флирта. Любитель где-то вот пощекотать нервы себе и партнершам. При этом почему-то идет карта оковы. Связан ограничения. У кого-то это, ну, вы, может быть, знаете, там ограничения, руки связанные вокруг шеи, цепи. У какого-то мужчины, может быть, это семья, да, ответственность несет. У кого-то ограничения, может, временно, там, материальные, разного рода ограничения, может быть. Да, вот так интересно. Как будто может флиртовать, давать надежду на то, что с ним что-то можно и построить, да, вот, прикладывай усилия, девочка, старайся. Но при этом... есть конкретные ограничения, оковы, которые не дают дальше развивать взаимоотношения. Вот такое что-то, как будто бы он между строк такой, я не против, но. Вот как-то мне так идет. Вот такому товарищу вы нравитесь. Вот такой товарищ от вас без ума. Тут в прямом смысле без ума, безумие. И рядом магия и иглы. То есть сидите вы в его сердечках, хотел сказать в печенках. Ладно, шучу, нет, в его сердечке какая-то игла засели. И он прям там приписывает еще какие-то магические вам эти способности. Или в принципе считает, что вы на него как-то так влияете. Вот. Непонятно все это для него. Для него это вот эти ощущения, комплекс этих ощущений, он как-то разнится от того, отличается от тех ощущений, которые, может быть, эмоций, которые он испытывал до этого.
Так, смотрим, что именно вас его покоряет. Чего? Ой, девочки, треугольники, рядом карта свинья. Ну, может, человек привык, знаете, если он не свободен, тут мужчина и две женщины, привык легко получать на стороне, там, добирать какие-то эмоции. Вот как я же говорю, он тут флиртует, он тут как-то и игры какие-то играет, он тут как будто бы ему довольно-таки легко это общение на стороне дается. А тут вот как свинью ему подложили. Может, он с вами очередной какой-то, как в очередной раз вот, хотел проиграть вот какую-то историю, да, такую. Может, хотел ну, элементарно пофлиртовать, где-то, может, проверить, проманипулировать, может, какие-то провокации устраивал. Вот как вы на это все поддадитесь, не поддадитесь, и как вы себя будете вести, ну, не знаю, проявлять себя, какую ответную реакцию дадите. А тут как свинью подложили. Он думал одно, а получил совершенно другое. Может быть, неожиданно для себя подвлюбился. Неожиданно для себя тут как будто бы, может, теперь до конца не может понять, что с этим всем делать. Так, что именно? Что именно? Что именно? Ну, его, наверное, вас покоряет. Ага, ага, так вот. Ну, девочки, давайте так. Да, тут мужчина неожиданно для себя открыл ящик Пандоры, да. Может, планировал легкие форматы, особо даже не задумывался, к чему это может привести. Наступил, ну, это, как это, мину. Ой. Так, ну что покоряет? По вот этой карте муза яркая, харизматичная, привлекательная, райская птичка, женщина энергетически вкусная, энергетически наполненная. Хотелось бы этой энергетикой подпитаться. Тут вас показывают, тут плодородная, сама внешне привлекательная, плюс ресурсная, девочки. Вы можете очень много предложить мужчинам. Тут какие-то вот подносы с фруктами. Тут вообще роскошная женщина. При этом сочетание карта лотос, карта время, затмение. Давайте так, вас он в принципе, вот считал вот такой очень яркой, сексуальной, привлекательной, я говорю, манкой. Потом он, опять-таки, обратил внимание на ресурсы, которыми вы обладаете, ну, достоинства ваши. А потом он открыл вас, смотрите, карта лотос, это чистота помыслов, намерений, где-то, может быть, даже в чем-то неискушенность, в чем-то наивность. Но эта карта, смотрите, лотос, он из ила, из самого низа, как из грязи, из ила поднимается, этот бутончик, да, и потом на поверхности воды он распускается, и он белоснежный, к нему как будто вот эта грязь, она вообще не пристает. Это о чем? В каком бы вы ни были коллективе, с кем бы вы там ни коммуницировали, у вас есть свои принципы, у вас есть свое видение мира, у вас четкие есть... ну, четкие эти ценности, да, вы следуете вот этому кодексу, может, моральному, он вас такой видит, вы отличаетесь от очень многих, при том, что внешне вот такая вот харизматичная, яркая, веселая, общительная, но когда с вами ближе познакомишься, вы настолько, ну, ему, по крайней мере, вы показались, может быть, какой-то уязвимой, вот где-то даже девочка, как ребенок в чем-то наивная, в чем-то, ну, как будто бы вы его покорили вот этим вот карта лотос, мне тут идет как будто бы вот своей какой-то чистотой, вот, восприятием мира. Вот мне так идет. Тут история о том, что время проходит, а он по карте затмения, он как будто бы он не может вас забыть. Ну, вы засели у него, как правда, как та игла в сердце. Время идет, как будто бы образ ваш, он не стирается. Может быть, с другими женщинами вас сравнивает. Я не говорю, что вы тут эталон, нет. Но вот у вас есть то, что его цепляет, то, что его действительно вот зацепило. Вот чем вы его покорили. Так, опять-таки, вот тут такой нюанс. Может быть, у мужчины было желание, если он по привычке, да,
там, тут все-таки 2 женщины, 1 мужчина, может, какие-то форматы он проворачивал, и женщины соглашались на эти форматы. У кого-то тут, видите, мужская рука, и женщину как куколку пытается посадить в клетку. То есть пытался он навязывать правила игры. Вот если тебе подходит, да, ну, да, как будто даже особо не спрашивал он женщин, подходит ему, им не подходят эти правила игры. Как будто бы, ну, говорил, будет вот так вот. И они соглашались. А с вами тут дальше белая карта. То есть с вами как будто этот формат, он или развернулся против него, эта вся история против него обернулась, да, он подвлюбился. Или же вы как-то так нестандартно себя вели, и он не понял, не получилось вас в эту клетку, в эти ограничения загнать. Так, опять-таки, какие-то истории параллельно. Истории какие? Смотрите, тут сплетни, злые языки. Вполне возможно, доходят до него какие-то истории о вас. В данном случае это характеризует вас как женщина, которая не останавливается в собственном развитии. Где-то, может быть, он и хотел обесценить там ваш образ, да, вас. А наоборот, ему о вас что-то рассказывают такое, что он смотрит и думает, а девушка, женщина выросла, растет. Тут как будто бы девочка выше стала, выросла этой всей ситуации и этого мужчины. Мужчина как тут был обычного размера, он тут бегает и заглядывает и смотрит, боже мой, она выросла, она переросла всю эту ситуацию, эту всю историю переросла. Почему-то он тут еще вас, он интересуется вашей жизнью, он интересуется тут какими-то историями с вами связаны. Он собирает даже где-то эти сплетни, ему это интересно. И из этих вот разговоров он делает вывод, что вы тут не деградируете уж точно. Вы не замкнулись тут, не рвете волосы на себе, не сидите с утра до вечера там в какой-то темной комнате и в депрессии. Нет, как будто бы у вас есть стимул в самой себе развиваться, жить дальше, жить полноценно. Более того, он видит не регресс ваш, а прогресс. Вот это тоже цепляет, это покоряет. То, что, опять-таки, вы не стали как заложником тут каких-то обстоятельств, какими бы болезненными эти обстоятельства не были. Ну и тут, девочки, он у нас звездой выходил, а он вас считывает звездой. Он считает вас талантливой, способной, красивой, умной. Женщина, которая, опять-таки, так же, как и он, идет за своей какой-то мечтой. Имеет эту мечту, интересно многим. Так, что покоряет? Страхи, дьявол. Вот изначально вот это вот вышло. Я хотела это, знаете, как прочитать? Я хотела прочитать это, что ему даже страшно. От чего? От того, что он как будто бы привык быть обычно он привык женщин держать в таком тонусе, да, вот дьявол, где-то привык к тому, что женщины за ним, может быть, бегают, влюбляются в него, по дьяволу зависимы от него, вот как покоряются ему. А тут как ситуация поменялась, он как сам стал отчасти как марионетка, как заложником. Вот тут карта вот затмения и карта дьявол. Он в прямом смысле, он как будто не может этим всем управлять. Ему от этого страшно. Даже страхи какие-то, да, есть. Вот я так это хотела изначально прочесть. Так, что покоряет? Ну, может быть, даже, если по-другому это прочитать, что покоряет, что он видит вас живой, искренней, что вам тоже присущи так же, как и ему, может быть, какие-то страхи, но вы не хотите быть заложницей, вы не хотите вот быть этой марионеткой, вы не хотите идти на поводу там, ну, не знаю, может быть, даже собственных страхов, как будто бы у вас своя жизнь, свои какие-то планы, вот это покоряет. Такой расклад у меня сегодня получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.